как многое может измениться за год, не правда ли? В начале 2025-го я со всей уверенностью заявлял: Absolute DC полный провал. Несмотря на, казалось бы, гениальной в своей простоте, а современные образы Бэтмена, Супермена и Чудо-женщины, я огульно поливал грязью новую вселенную. Мне оказались не по нраву ни позиционирование, ни набор сценаристов, ни общий курс линейки. И от злости и бессилия перед гигантской корпорацией я решил оболгать перспективную инициативу и выставить каким-то унылым, ненужным, повторяющимся куском собачьего дерьма. Знал бы я тогда, как глупо и забавно это будет звучать из дня сегодняшнего, когда Absolute от месяца к месяцу изничтожает чарты продаж, самолично спасает магазины комиксов и тащит индустрию на своих мощных широких плечах. Конечно, умные, знающие люди еще в то время пытались переубедить меня, вытащить из омута предрассудков и заставить полюбить Absolute. Однако даже под гнетом железобетонных аргументов я, как упрямый баран, оставался непреклонен. Типа в Абсолюте просто нет ничего хорошего. И что вы от меня требуете, сказать, чтобы я выдумывал что-то? Но думаю, сегодня настало время извиниться. Absolute DC, прости меня. Дело в чем, Marvel анонсировали новую линейку Midnight с одной из самых жутких и пугающих интерпретаций знакомых персонажей. Люди их здесь больше не борются за признание, они жаждут крови. Фантастическая четверка отправляется в неизвестность не для того, чтобы спасти мир, а чтобы обрушить на него ужас. А Человек-паук этого мира обнаруживает, что с великой силой приходит нечто чудовищное. И уже по синопсису серии можно сказать, насколько Midnight схож с Абсолютом вообще. Эдакий темный мир, где герои лишены главных майлстоунов своего ориджина, а потому им, как аутсайдерам, придется приложить куда больше сил, чем классическим героям, чтобы заслужить место под солнцем. И вы, может быть, не понимаете, почему это так смешно и позорно звучит, но как бы у Marvel уже была такая инициатива. Ультимат называлась. Это вот там, где Питер Паркер семенин великовозрастный, Люди Икс аниме, Черная Пантера политические игрища устраивает. Однако ту вселенную где-то полгода назад прикрыли, ибо рядом с невероятно успешным Абсолютом она была такой прям страшненькой подругой. Не тот уровень масштаба, не те цифры продаж, куда меньше хайп и востребованность. Marvel, надо признать, проиграли в этой холодной войне и признали тотальное доминирование DC. Но у Кизи можно делать все эти мемы, где типа mocked, our loss, турбинирование. И вот, спустя полгода редакторы, будто после вылета из премьер-лиги по, не знаю, в контексте комиксов, наверное, пусть будет премьер-лига по сосанию хуев. Есть же такая? Короче, собрали такие всю задизабральную команду в круг, сложили ладони и решили, чем мы вот из безысходности нагло вот, короче, переходим на рельсы конкурента, и чтобы отхватить хоть чуточку их фейма, начинаем прям жалко, так стыдливо подражать великому ужасному Абсолюту. Запускайте анонс Миднайта. Я на самом деле только рад, если бы оно все так и было, можно столько угаров, приколов высосать, но мы, к сожалению, живем не в спортивной драме Легенда 17 Type Sheet, поэтому давайте принесем хоть немножечко фактажа и начнем прям с анонса. Итак, Midnight. У нас, как в голливудском блокбастере, сразу 5 промо-артов на стадии анонса. Первый титульный с демонстрацией серии авторских составов, о них чуть позже, и оставшиеся посвященные персонально каждому тайтлу. Люди Икс, у которых уже известна обложка, показывают сразу 2 прикольных с дизайнерской точки зрения макапа. И на самом деле, по ним, даже не читая синопсис, уже понятно, о чем приблизительно будет тайтл, зачем его читать. Я вижу вот Шторм с заостренными клыками, сосет кровь, у него что-то капает с конца. Опыт мрачника, там вся хуйня, вампирская темка, я понял. К тому же смотрится стильно, эстетично, цвета хорошо гармонируют. А вот теперь давайте обратимся к последнему анонсу Абсолюта. Вот он. Это все. Ни артов, ни авторских команд. Они, ёб твою мать, даже шрифт не удосужили поставить. Что вот мы можем понять из этого анонса? Какую, блядь, информацию дает? Почему я должен буду прочитать это глобальное абсолютное событие? И я, поймите, прибался не просто к дизайну, мы сейчас дальше пойдем. Просто все начинается с малых вещей. Если вам настолько поебать на свою же хайповую вселенную, что вы не досуживаетесь картинку для анонса хотя бы в ГБТ нагенерить, если вам настолько поебать, что за 2 года существования вселенной на ютубе нет ни одного трейлера даже с героями... Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай. Какая у тебя там тачка, блять, квартиры, срачки. Я вот эту тему в роликах Саммитса, что анимировал вручную. Если вам настолько поебать, что каждый следующий тайтл Абсолюта анонсируется в 2 вымученных предложения, без даже логотипа, то о чем дальше-то говорить? Ебой, DC RIP, RIP порядок чтения. Все. Тем не менее, от формы перейдем к сути. Разберем авторские составы. В Миднайте у нас Человеком-пауком будет заниматься Филипп Кеннеди Джонсон. Свежий довольно сценарист, он ранее работал в основном над тяжеловесными такими взрослыми персонажами, вроде Халка или Супермена. И вот сейчас получил шанс рассказать о молодом, легком на подъем пацаненке, при этом сохранив как бы мрачную, грузную эстетику своего слога, потому что Миднайт, темная вселенная, все дела. Напротив него у нас Люди Икс от Джонатана Хикмана. Хикман так-то является одним из самых почитаемых и влиятельных сценаристов Люди Икс, но, давайте честно, его идеи зачастую слишком революционны и радикальны для основной вселенной. Отчасти
из-за этого он в свое время не смог довести до конца все-таки свой период на мутантах, и вот сейчас Марвел, по сути, развязывает ему руки и дает поработать над героями вновь, и все-таки развить заложенные идеи. Что еще круче, издательство как бы учитывает свой прошлый опыт с Ультимедом. Специально автора, который ранее работал над более семейным, приземленным тайтлом, возвращает в родную гавань масштабных эпосов. Ровно так же на сопоставлении интересно смотрится Фантастическая четверка. В Ультимеде третьим тайтлом была Черная Пантера Брайана Хилла, которая откровенно уступала другим сериям как по продажам, так и по отзывам читателей. Поэтому Хилла в новом ростере мы не видим. Его сменил Бенджамин Перси, сценарист куда более понятным и привлекательным слогом. Он к тому же уже имеет опыт как бы в мистических мрачных комах по типу Призрачного гонщика. То есть если мы как-то схематично представим картину авторов, то у нас есть центральная фигура, любимец публики, и два по-настоящему новых лица, которые ранее достойно уже себя проявляли в индустрии, но никогда не выводились на передний план. С другой стороны, вспомним Абсолют. Абсолют Бэтмена пишет Скотт Снайдер. Ну, потому что он раньше писал Бэтмена 1, 2, 3, 4, раз, блять, 100. Окей, Чудо-женщиной занимается Келли Томпсон. И я не нашел вообще ни одного футажа в интернете с ней, она стесняшка, поэтому тут опять посвящу своим лицом. Которая уже работала над женскими персонажами 1, 2, 3, 4, раз, блять, 100. Ну ладно, все-таки есть новые лица. Женщину-кошку вот отдали Чек Грейсон. Сценаристки с буквально одним сольным комиксом, которая получила место исключительно благодаря покровительству Скотта Снайдера. Это эскорт какой-то комиксный, если так подумать, когда весь твой вес в индустрии зависит чисто от папика твоего. И вы поймите, я сейчас сужу не просто по абстрактным именам, что там на перспективу будет. Комиксы уже вышли. Снайдер уже повторил свой жран на Бэтмене. Томпсон уже напоролась на те же грабли, что и в любом своем ране. Чек Грейсон уже выдала унылую хуйню без капли личностного стиля в другом сюжете про Бэт-семью. Или типа постоянство, признак мастерства, вся хуйня, чувак. DC, я молю вас, возьмите 5 своих каких-нибудь авторов фирменных и просто вот тасуйте их по сериям, чтобы как шоу от ВК были заторные, за свои. Я на самом деле вот опять забомбил, долго думал, в чем же для меня проблема Абсолюта, что конкретно так раздражает, когда я читаю свежий выпуск или вижу очередную новость. И ведь бомбит не только у меня. Где-то пару месяцев назад в чат, где топовые авторы индустрии ровно так же обсуждали Абсолют, и у всех затрвало, что эта хуйня продается. Но окей, типа, они сволочи завистливые, хотя у них вроде тоже была возможность поучаствовать в инициативе. В чем мне это не нравится? А дело в том, что за громкими базарами о том, как Абсолют Бэтмен привлек новую кровь в индустрию, или как разошелся очередной тираж Бэтмена, не стоит ничего. Абсолют — это не творчество, не искусство. Ведь существует искусство без рефлексии, осознания окружающего мира и движения к чему-то. Если ты не чувствуешь, не анализируешь и не осмысляешь, то чем ты от нейронки отличаешься? Марвел придумали крутую идею, запустили ультимет с кучей концепций, затем вовремя осознали свой проигрыш и положение на рынке, красиво сейчас финализируют верс и оборачивают его в цельное законченное произведение. И вот теперь, уже поняв, что действительно требуется читателям, учитывая свой опыт коллег, ошибки, удачные моменты, решают запустить не повторение того, что уже было, и не копирку Абсолюта, а просто еще вот одну волну серии, играющую на актуальной тенденции переизобретения героев и написания сёнэн тайп, инжастис тайп, мрачных тайп историй. Это же есть искусство. Лажать, ошибаться, рефлексировать, учиться на собственных ошибках, понимать, чем ты крут, а что ты делать не хочешь, запаковывать все это в приятную для масс оболочку и вариться во всем этом процессе. DC же, после того, как просто нагло сбасили Абсолют, не делают ровно ничего нового, не двигаются, не обдумывают, а просто вот идут по уже протоптанной дороге, пока не кончится ее хайп, и она не превратится в заросшую тропинку, по которой Дед Мазай фашистов вел. Вот и все, какая еще может быть фактология? Вы мне какие пруфы иные можете предоставить, что Абсолют на самом деле новатор, переизобретатель, эталон, критик рынка? Почему вот ты, комиксоголовый, в комментарии пишешь о величии Абсолюта, блядь? Не, может, я что-то не понимаю. Я в России живу, и мне поэтому как-то на величие западного бренда, ну, немножко поебать. Я как бы комиксы читаю, а не покупаю, и тем более не продаю. Возможно, у вас там, когда Абсолют Бэтмен новый тираж получает, начальник на заводе премию выписывает, член на пару сантиметров удлиняется, бывшая девушка звонит среди ночи, пылает страсти, в шкиле Марья Ивановна приходит с хорошим настроением и не пиздит линейкой по пальцам. Что-то мы сегодня распизделись, а? Щенки ебаные, блядь. Но я вряд ли угадал, что на самом деле меняется в твоей жизни от успешных продаж. Я все как-то надеюсь об искусстве поговорить, а не цифрах и аналитике. То, что по цифрам жалкий боевой зверь из неуязвимого Абсолют уделывает одной левой. Я читаю комиксы. Комиксы созданы людьми, будь то авторы, художники или леттереры, людьми, вложившими в них душу и собственный опыт. Сценаристы в ходе карьеры переживают разные периоды, часть из которых мне может не нравиться. Мы еще поговорим там про Мстителей Хикмана, например. Редакторы могут принимать неправильные решения, при этом до конца отстаивая свое видение и бракуя любую невыгодную для издательства с их точки зрения идею. И тем не менее, по большей части все равно оставаться в плюсе и приносить прибыль. Потому что это люди, творческие люди, которые создают искусство, а не спизженное, кое-как перевариванное, скомпостированное говно, которое постоянно приходится прикрывать анонсами там Абсолют Джокера, Абсолют Судасов, Абсолют что-то еще. И напрочь блаженными заявлениями о величии, блядь. Поэтому, знаете,
Нет, не хочется как-то извиняться. Все еще считаю, что не стоит за Абсолютом никакого величия. Если уж вы до гробовой доски Абсолютный воин, который литерали Бэтмен с комиксоидной аватаркой, то хотя бы что-то, кроме Абсолюта, попробуйте прочитать. Могу раздать любым флоу, Doublegap Music мне читать влом. Каждый фреш в начале делает пиздато, а потом просто норм. Мне вообще похуй, кто ты, если делаешь пиздато, люблю твой музон.